Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Мои новые орхидеи, кто был со мной на прямом эфире, их уже видели, в прямом эфире я их показывала и в социальных сетях у себя показывала. Ну, конечно, наконец-то, я бы сказала, дикий кот. Вы знаете, что это моя любимая орхидея, много лет была, ну и есть в моей коллекции, но, к сожалению, у моего дикого кота еще в конце лета полностью сгнила верхушка. Конечно, на пеньке уже выросла детка и достаточно большая, но я вам говорила, как только найду хорошего кота, я себе его куплю. Вот он, коллекция пополнена. Здесь один большой высокий цветонос и один вот есть небольшой цветонос. Далее орхидея, похожая на манго. Тоже красивая, замечательная орхидея. Что самое интересное, что наконец-то в магазинах, в масс-маркете начали продавать китайские орхидеи, которые растут, вот смотрите, в мху. Первая орхидея у меня из магазина, из масс-маркета, китайская именно в мху. Далее взяла себе вот эту орхидею, вы на прямом эфире проголосовали за ее покупку. Чем-то она мне все-таки похожа на Калифорнию, но у нее выбито название. Здесь есть все написано, смотрите, Formation. Поэтому так и будет. И далее Сувсонг орхидея, красивая, оранжевая, яркая. Вот даже камера немножко ее темнит, на самом деле она смотрится намного ярче. Вот такие у меня новиночки. И сегодня будет первый уход за этими орхидеями дома. А для этого мне понадобится фунгицид от гниения. Чуть позже покажу вам, почему я его сегодня буду применять. И еще один фунгицид точечного действия, стрикар. Все это нам понадобится. Вода, тряпочкой, конечно же, протрем с вами листья. И сразу скажу, обработка от вредителей будет у меня чуть попозже, завтра. Если надо снять об этом видео, напишите, пожалуйста, буду применять препарат Батрайдер, буду опрыскивать орхидеи. Как орхидеи, которые уже есть в моей коллекции, потому что все равно всегда разводишь препарата больше. Поэтому опрыскивание проведу. И, конечно, в конце вот эти новые орхидеи я также буду опрыскивать. И давайте пойдем осмотрим, сделаем первый уход с вами. Все очень просто. Вот эта красотка на 2 цветоноса, Formation орхидея. Немножко подвяли листики. Почему? Просто орхидея требует полива. Видно, что очень просушена корневая система. Мы эту орхидею сегодня будем поливать. Вот здесь у нас пророс мох. Это вообще ничего страшного. Это где-то во влажном состоянии. Может, даже в прохладном помещении постояла орхидея. Видите, и пошла вот эта зелень. Зелень это убирается достаточно легко. Мне больше не нравится вот эта плесень. Я сразу, кстати, достану и выброшу. Не надо нам даже рассадник. Скорее всего, он только на палочке есть. И вот смотрите, орхидея голландская, вот это конкретно, и сверху идет вот такая сеточка, чтобы в момент транспортировки, пока орхидея к нам с вами дойдет, не высыпались вот эти грунты, не просыпалась конкретно в данном случае кора. Это мы с вами тоже все уберем. И как я сказала, в любом случае сегодня будет проливаться фунгицидом, вот прям то, что просится для новой орхидеи. Здесь вопросов нет. Сначала простые покажу вам варианты, где нам только надо пролить орхидею. Далее моя орхидея, вот это Сувсонг. Смотрите, какие красивые. У нее все-таки вот разводы очень яркие, красивые. Мне очень нравится она. И смотрите, я приобрела орхидею буквально вот, получается, даже позавчера. Все было спокойно, хорошо. Я ее сегодня осматриваю. У нас здесь паутинка. Ну, поэтому я им говорю, новые орхидеи обязательно отставляем на карантин, минимум 3 недели, и обязательно будет каждую неделю, то есть 3 раза будет обработка этой орхидеи инсектокрицидом, либо инсектицидом. Вот Батрайдер это все-таки инсектицид. У этой орхидеи тоже название сразу было прописано, точно та же поставка, Голландия, есть сеточка, которая спасает грунт от просыпания. Орхидея также будет поливаться у меня фунгицидом. Все новые орхидеи я буду проливать фунгицидом. Не буду не рисковать, не разводить, знаете, другие объемы воды, другие препараты, поэтому пролью фунгицидом. Хотя чаще всего я проливаю просто водой и обрабатываю от вредителей. Далее орхидея манго, будем ее с вами называть. Смотрите. Лист в стадии роста, хорошая корневая система. Здесь, наверное, не особо видно. На самом деле грунт очень сильно просушен. Иначе вы понимаете, что орхидеи в мху к нам просто не дойдут. Они сгниют. И вот эти вот белые пятна, про которые я вам говорила, вот это, скорее всего, обработки именно от вредителей. И мне это очень нравится, хорошо. Но орхидея, вот видите, буквально пару дней.
и уже сбросила вот нижние бутончики. Поэтому я вам говорю, когда покупаете орхидею, старайтесь, чтобы все-таки были открыты цветы. Если для вас важно цветение, цветы, они стабильнее, нежели бутоны. А вот эти маленькие бутончики, очень часто ситуация, что они вот так высыхают. Это могла быть и транспортировка, сейчас очень холодно на улице, это и смена условий содержания, конечно, и дома где-то сухой воздух. На что угодно могут среагировать эти бутончики, и вот тогда они вот так высыхают. Орхидеи также будем обрабатывать. Сегодня мы обработаем фунгицидом, завтра я уже инсектокорицидом обработаю. И вот интересно, что еще. В момент покупки я выбирала между котами, потому что были листья, которые подморожены, ну, уже с отеками. Этот вариантик был лучшим. Но сегодня, опять же, пару дней буквально спустя, так, вот это я знала, это я видела, что я сниму, тут ничего страшного, видите, этот лист уже был обрезан не мною. Но из сегодня обнаруженных, смотрите, оно когда подсохло, оно всегда становится таким цветом. Вот эти листья, их лучше просто убирать. Ой, смотрите, не пробился когда-то цветонос. 100% это был цветонос, видите, острое такое. Вот этот лист мы с вами просто уберем. Вот этот лист мы тоже с вами, нижние два убираем. И именно эта орхидея меня натолкнула на то, чтобы сегодня использовать фунгицид. И фунгицид у меня будет вот этот, топаз. Старое, доброе средство буду использовать. Именно из-за этой орхидеи. И вот тогда мы посмотрим, потому что, ну, здесь все хорошо, видно, да? По листику вопросов нет. А здесь опять. Вот. И есть, конечно, вариант, что можно фунгицид точечно, тот же стрикар, да, прямо вот здесь нанести. Но обычно, если уже отек есть, то лучше всего эти листья, конечно же, срезать. Но так как этот лист, видите, он верхний, он даже, видите, он даже последний, самый последний листик, я все-таки попробую нанести фунгицид точечно. На 1 литр воды нам необходимо пол-миллилитра препарата топаз. У меня здесь 2 миллилитра, это разводится на 4 аж литра. Сейчас мы вскроем эту ампулу. Я возьму сразу 1 миллилитр, разведу 2 раза по литру. Для того, чтобы полить эти орхидеи, мне будет достаточно. У меня есть специальная такая штука, скрывать ампулы. Вот поэтому надо вот так, и оно тогда легко открывается. Кто будет спрашивать, где взять вот эту открывашку, это от разных косметических средств, которые идут для кожи лица, для кожи головы. Вот в этих косметических средствах часто есть вот такие открывашки. О, видите, как замечательно? Все. Далее я сразу набираю 1 миллилитр. Шприц нам нужен, да, в данном случае именно с иголкой, потому что без иглы я не смогу набрать. И в результате у меня здесь получилось вот 0,9, а мне надо 0,5. Добавляю, просто чтобы 0,4 осталось у меня в шприце. Сейчас. Развожу. Видите, этот препарат, вот даже я из шприца выпускаю, он сразу становится белым. Сейчас до 0,4. Вот так. Надо нам обязательно хорошо все перемешать. Вообще производитель рекомендует развести сначала препарат в половине объема воды, а потом добавить вторую половину воды. Первое время, честно, когда-то я так и делала. Но потом бросила это дело и сейчас сразу добавляю, просто хорошо деревянной именно палочкой размешиваю. Конечно же, перед тем, как поливать орхидеи, вот эти сеточки все я поснимаю. Так, мне будет удобнее, наверное, с этой стороны подойти. Опять же, вынимаю, не нужны мне эти данные о производителях совершенно. Если бы там что-нибудь полезное было написано, то, конечно, можно. А так оно мне не надо. Сейчас снимаем. Сюрприз. Вот что за мода просто в последнее время пошла. Продавать орхидеи, у которых не хватает грунта. Ладно, не было бы вот этой защитной сетки, я бы сказала, ну что грунт просто в момент транспортировки где-то выпал, там ставили на стеллаже орхидеи, выпал грунт. Ну вы видели, все было защищено. Вот, просто сразу. Видите, вот этот торфяной стаканчик у нас наверху прям, и грунта не хватает. Ну так, сантиметра 2 грунта. Здесь еще стоило, конечно, насыпать. Смотрите, вот это все, вот это пустое. Здесь ничего нету, здесь просто нет грунта. Вот, пустой горшок. Поэтому, конечно, да, мы сейчас с вами ее будем поливать, будем обрабатывать, а потом будем досыпать грунт.
Это не страшно ничего, но почему это в последнее время стало просто какой-то модой и постоянно повторяется, не знаю. Это же неудобно. Для нас, в первую очередь, неудобно, кто приобретает орхидеи и кто не планирует их сразу же пересаживать. Давайте снимать вот эти все листики. Зря я поспешила. Так, для этого делим на две части. Так, кусочек упал. Сразу достаю. Сухой-сухой грунт, просто корни высушенные. Конечно, сейчас зима, и когда магазин продает, они тоже не могут особо полить, потому что довести орхидею с влажными корнями будет еще тяжелее. Раз, сняла. Давайте еще один. Вот этот снимем. И с этой стороны делаем то же самое. Вот этот нижний лист я полностью убираю. Сейчас. Что-то у меня тут такое белое интересное. Слушайте, перья какие-то. Раз убираем. Два. Видите, фиолетовый подтон, но орхидея Дикий Кот. У нее самой есть фиолетовый подтон, поэтому этого мы не пугаемся. Вот этот лист, который обрезан, тоже снимаем в любом случае. Мы следующий просто лист будем снимать, поэтому я его уже снимаю. Так, и вот этот. Все. Конечно, как только отцветет орхидея, я ее буду пересаживать. Тут вопрос у меня не стоит, пересаживать, не пересаживать новую орхидею. Здесь однозначная будет пересадка. Здесь это очевидно. Ну, вот видите, вот это еще раз, этот цветоносик остренький, который не смог пробиться. Хотя, может быть, он наоборот начинал расти и просто замер. Так, все. Вот здесь, кстати, с этой стороны у меня вопросов нет. По шейке я имею в виду. Вот с этой стороны, вот эту часть листа мне хочется еще посмотреть, что у меня там с шейкой. Нет, ну смотрите, по шейке, да нет там. А хотя, смотрите. Сейчас я тут немножечко уберу торфа вот этого, стаканчика торфяного точнее. Он сейчас сухой, не очень хорошо снимается. Влажные стаканчики вот эти должны быть, чтобы их хорошо снять. Но полить я пока не могу. Мне надо разобраться, что там у меня с шейкой. Угу. Так. Я вижу внизу полностью вот фиолетовое пятно. А вот здесь... Ну, вы видели, листья гнили. Они гнили не от того, что идет какой-то процесс, да, а скорее вот. Это подмороженная где-то была орхидея, но, знаете, не нравится мне ее цвет. Давайте мы ее пока отставим. Ее уберу вот так. Это орхидея Дикий Кот. И на данный момент мы с вами подойдем к другим орхидеям, потому что здесь посмотрим, может быть, перенесу во второе видео. Будем делать обработку, доставать. Давайте возьмем вот эту орхидею, которую 100% надо просто отпоить. Орхидея Fomotion. И мы ее с вами просто польем. Опять же, сниму. Хотела сказать защитную, но от чего она защищает, если они грунт не докладывают, я не знаю. Уже сеточку. Вот так. Сейчас. И аккуратненько снимаем. Кстати, обратите внимание, у этой орхидеи крапчатые не только цветочки, но и листья. Сейчас разверну вот этой стороной. Видите, какой красивый рисунок на листочке. Теперь переставляем эту орхидею в глубокую просто емкость, поливаем по краю горшка и на 15 минут про нее, хотя может даже 10, здесь не так много грунта. Грунт новый, в смысле орхидеи покупной. Грунт этот, скорее всего, влагоемкий, поэтому даже 10 минут будет достаточно. Вот так. По краю горшка полив с фунгицидом. Если там есть какие-то грибковые заболевания орхидей, чтобы их приостановить. Топаз, кстати, препарат системного действия. Срок его действия 7 дней. В том плане, что он активен. Поэтому, если есть заболевание, через 7 дней полив необходимо повторить. Если делаете профилактически, одного полива достаточно вот для новой орхидеи. Если вот, например, я вам до этого показывала орхидею Дикий Кот, то, понятно, ее надо пролить 3 раза с разницей в 7 дней. Там, потому что этот полив уже не профилактический, а лечебный. Все, орхидею отставляю
она будет напитываться. Берем следующую орхидею. Вот эту орхидею берем. Точно такой же делаем полив. Но так как я вам показала, что на этой орхидее есть паутина, то, конечно, обработка все-таки надо не инсектицидом. Нужен инсектоакарицид нам. Именно акарицид, который в том числе идет от клещей. Орхидея будет поливаться 3 раза с разницей в 7 дней. Даже не поливаться, а обрабатываться 3 раза с разницей в 7 дней. Обязательно. Так, тоже поливаю, точно так же оставляю. Вот, кстати, на этой орхидее, по-моему, есть вот эти белесые разводы на листьях от обработки инсектоакарицидом. Сейчас посмотрим. Да, вот, смотрите. Вот такие листочки обычно говорят о том, что орхидеи обрабатывали инсектоакарицидами. Вот так они выглядят. Но паутина, несмотря на это, есть. И еще нам осталось полить орхидею. Орхидея, скорее всего, поливалась очень давно. Еще раньше, нежели те две орхидеи. Поэтому, чтобы не было водного шока и не было потом отеков, ее как раз отпаивать надо не спеша, потихонечку, небольшими порциями. Здесь я вот так залить орхидею и оставить не могу. Поэтому, видите, она падает, потому что очень легкий сухой грунт и цветонос перевешивает. Как только увлажнится вот этот мох, ситуация улучшится. И поэтому, опять же, по краю горшка, чтобы этот мох расправился, занял свой объем в горшке, потому что сейчас он просто висит. Вот таким образом, немножко, вы видели, я налила. Все, этого пока достаточно. Пусть орхидея впитает, корни проснутся, начнут работать, потом я буду потихонечку в течение дня добавлять воду для этой орхидеи. Далее нам надо с вами очистить листья именно от пыли, потому что видите, в каком они состоянии. Чтобы орхидея дышала, листья у нас тоже работают, они должны быть чистые. Точки роста листа. Всегда сверху мы начинаем вот так. Мы с вами полностью вычищаем листья орхидеи. Можно это делать простой водой, как я это делаю в данном случае. Можно в эту воду немножко добавить лимонного сока. Прям вот выжать и лимонным соком протирать листочки орхидеи. Можно также использовать янтарную кислоту. Тоже будет очень хорошо для этого. Так, вот у нас просто, видите, механическое повреждение на листике. Вот сейчас я вижу, молодой листик растет, и тоже уже есть механическое повреждение. Сейчас вам его покажу. Протираем листья и сверху обязательно. И обязательно все листочки протираем снизу. Открываем все устицы. То же самое делаем сверху, то же самое делаем снизу. Так, вот этот лист, наверное, я забыла, да, протереть внизу. Вижу. Сейчас потянем вот так. Все, и хочу показать вам этот молодой лист еще. Смотрите, вот, видите, уже есть у него вот небольшое механическое повреждение. Может, орхидея где-то упала. Ну, это, в принципе, ничего страшного. И еще хочу протереть сразу вот эту вот шейку. Вот эти вот все белесые пятна убрать. Вот так, с одной стороны. Вот, видите, здесь еще лучше видно, что шейка вообще белая от обработок. С обратной стороны. Но мы на это не жалуемся. Если нет вредителей, обработано хорошим инсектоакарицидом, мы наоборот этому рады. И еще у новых орхидей я обрабатываю также цветоносы. Так, снизу вверх полностью все это протираю. И сейчас я такую обработку с листочками сделаю у всех этих орхидей. Еще момент: орхидея, у которой была замечена паутина, конечно же, мною протирается последняя. Вот эту тряпку, которой мы протирали новые орхидеи, лучше всего просто выбросить. Не разносите, если здесь есть какие-то заболевания, есть вредители на остальную свою коллекцию. Лучше мы это все выбрасываем. И емкости, в которых вы поливаете новые орхидеи, должны быть либо отдельно только для новых орхидей, либо их надо обязательно обрабатывать, чтобы потом, когда вы поставите сюда свою домашнюю орхидею, которая относительно здорова, она ничем не заразилась вот от этих новых орхидей. Они все-таки еще должны постоять у нас в карантине, посмотреть, как они себя проявят при этом. И все-таки, да, протравить вредителей обязательно надо. И вот еще ситуация, видите, детский лист, который вообще растет поперек. При поливах сюда будет попадать вода, и рано или поздно на шейке может появиться пятно, орхидея может начать гнить. Поэтому обязательно вот такие листики я убираю, чтобы потом не было проблем с поливом. Единственное, что я сейчас все полила, грунт влажный. Вот этот торфяной стаканчик, который есть влажный, поэтому сейчас прям я это убирать не буду, но через несколько дней, когда сверху грунт подсохнет, вот все подсохнет, я обязательно вот этот лист уберу. Отправляю вот эти орхидеи на карантин. Завтра обработаю их от вредителей обязательно. Ну а дикого кота сейчас мы с вами будем обрабатывать буквально в следующем видео. Всем хорошего времени суток. Пока-пока.